Герой этого выпуска Андрей Александров. В первую очередь он известен своими силовыми показателями в подтягиваниях. Недавно атлет стал мастером спорта международного класса по стритлифтингу. А в тренировках, например, он подтягивался на одной руке с весом плюс 27 кг, а при собственном весе в 59 кг выполнял подтягивания на двух руках с плюс 91 кг. Мы связались с Андреем и давай подробно разберем, как он тренируется и с чего начинал. Атлет спит в каждом из нас, и я его разбужу. Андрею сейчас полных 19 лет. Начал осознанные тренировки по воркауту с зимы 2015 года. Рост атлета 1,72 м, а вес 62 кг. С детства у Андрея дома висел турник в дверном проеме, который установил дедушка. Сначала Андрей просто висел на нем, а через время начал получаться подтягиваться. Это позволило парню быть в числе первых в школе по нормативу в подтягиваниях. В 2015 году после летних каникул одноклассник Андрея впервые показал выход на две руки. После безуспешных попыток нашего героя сделать выход на две, он загорелся идеей тренировок, чтобы тоже так высоко подтягиваться. Зимой того же года Андрей случайно услышал по радио историю о турниках и слово «воркаут». Тут же вбил его в интернете и начал открывать для себя новый спортивный мир. Одни из первых роликов, которые увидел наш герой, это были умения Андрея Кобелева. Как раз в те годы Кобелев был на пике формы, и с него брали пример. У меня, как и у многих, сначала был турник в дверном проеме, потом настенный, а в школе я поздно начал подтягиваться и, наверное, только в 6-7 классе стал делать первые кривые подтягивания. Потом, благодаря домашнему турнику и брусьям, в 9-10 классе я уже был отличником по физнормативам. Если тебе интересно прогрессировать дома, то обрати внимание на качественное воркаут-оборудование на любой вкус, начиная от лямок и заканчивая турниками и шведскими стенками. Я подготовил для тебя список инвентаря на любой вкус, заглядывай в описание. По тренировкам героя выпуска. В первый год занятий у Андрея не было никакого тренировочного подхода. Просто пытался выделить час времени и делал подтягивания на максимум, как пойдет. А вообще, в начале регулярных занятий, и тут я соглашусь с Андреем, на начинающих ребятах работает любая программа, потому что любая нагрузка уже непривычна и тело испытывает стресс. Прогресс будет. Главное не переборщить с нагрузкой и пока не стоит использовать дополнительные веса. Подтягиваний и отжиманий вполне хватит. На своих первых соревнованиях по троеборью атлет сделал 21 выход на 2, порядка 30 подтягиваний и удержание уголка на 10 секунд. Да, вот так вот сравнительно мало. Что тренируем, то и получаем. Андрей занял тогда второе место. В 2019 году были еще и памятные соревнования в Ярославле, Street Games. Думаю, те, кто смотрят канал Артема Морозова, Школа воркаута, те видели видеоотчет с соревнований. Андрей участвовал в двоеборье и фристайле. Там собрались одни из лучших атлетов и не только из России. Первое место занял харьковчанин Кирилл Карабут. Из судей были, кажется, Игорь Ковтун, Ник Анисимов, а в участниках атлеты, с которыми Андрей давно хотел увидеться. Ну и самые знаковые соревнования – это чемпионат по стритлифтингу в Москве в 2020. Там Андрей взял мастера спорта международного класса. Это были первые подобные соревнования для него. Подтянулся по правилам плюс 72,5 кг на раз. При этом недавно атлет у себя в профиле выкладывал подтягивания с плюс 91 кг, но пока что не по всем правилам. Пробовал Андрей и разные программы из интернета, результаты затормозились. Потом, перепробовав многое, стал переходить на частично интуитивный тренинг. Менял программы в зависимости от того, как реагировало его тело, и результаты взлетели. Спрогрессировал довольно быстро. Осенью 2018 года на одной руке подтягивался плюс 12 кг, а зимой это было уже подтягивание плюс 16 кг на 5 повторений. Основные тренировочные принципы, которые Андрей придерживался раньше и к чему пришел сейчас, я опубликовал с подробностями в телеграм-канале Владарович. Заглядывай по ссылке в описании, если хочешь узнать о его тренировках. По максимальным показателям ОФП от пола, говорит, раз 100 отожмется. В подтягиваниях года 3 назад было более 40 раз, брусья 90 раз, а выходы на 2 21 повторение. Если брать с дополнительным весом на количество, то это турник плюс 32 кг на 22 повторения и плюс 48 кг было на 12-13 раз.
Брусья плюс 48 кг на около 25 повторов. Отмечу, что Андрей с такой скоростью ставит рекорды, что пока я делал этот выпуск, он еще выгружал несколько обновленных в Instagram. Например, подтянулся на одной руке с плюс 16 кг на 6 повторений. Поэтому заглядывайте к нему, там точно актуально. Жизнь у Андрея связана с медициной, и он учится на детского врача-педиатра. Львиная доля его времени уходит на обучение. Воркаут он точно, учитывая свои результаты, забрасывать не планирует. Раньше Андрей мог тренироваться по несколько часов в день, а сейчас это могут быть занятия по 40-60 минут. И тоже есть прогресс. Но связано это опять же с его учебой. Хоть у него и есть небольшой доход со своей спортивной деятельности, но все же медвуз в приоритете. И это не та профессия, где можно прогуливать пары или не учить, и больше уделять времени спорту. Как сложится судьба дальше, время покажет. Ну а если кто-то из вас хочет больше уделять времени спорту, уже начал вести свой YouTube канал и желаешь сделать его в будущем своей профессией, то обращайся ко мне за помощью в развитии твоего канала. Обсудим, что работает, а что нет, и как тебе двигаться дальше. Мои соцсети будут в описании. Подтягивания на одной руке у Андрея без веса на 16 раз, а с доп. Весом плюс 27,5 кг на раз. С дополнительным весом подтягивания на одной атлет тренирует по схеме 5 подходов на 3-5 повторений, берет 90% от максимума. Андрей заметил положительное влияние на подтягивание на одной руке после тренировок с дополнительным весом на количество, с 32 и 48 килограммами в его случае. Он толком не тренировал подтягивания на одной последние пару месяцев, а занимался на силовую выносливость с весами. И недавно 16 раз подтянулся на одной руке, то есть спрогрессировал. Разнообразие программ тренировок каждые 2-3 месяца – это Андрей считает залогом успеха, мышцы не должны привыкать. Андрей из-за учебы в медицинском вузе часто очень мало спит. И поэтому его результаты и прогресс в тренировках – это скорее исключение, ведь восстановление во время сна напрямую влияет на наш прогресс и минимизацию риска травм. Андрей кушает 5 раз в день. В принципе, он старается набирать, и у него неплохо получается. За 1,5 года он набрал с 54 кг до 61. Более быстрое изучение элементов Андрей напрямую связывает с базовой подготовкой. Например, когда он был способен подтянуться уже 5 раз на одной руке, то передний вис получался с первой попытки и на несколько секунд. В то же время по горизонту, несмотря на хорошую базу, так не работало. Около года ушло у атлета на изучение элемента. Андрей подтверждает, что на изучение элементов хорошо влияет занятие с тренировочной резиной, которую можете подобрать с другим оборудованием в описании под роликом. По личным рекордам элементов статики. Передний вис атлет держит 34-35 секунд, планш 10 секунд. По травмам. У Андрея до 2019 их не было в серьезном виде, а в 2020 были проблемы с кистью и месяца 4 не мог выполнять некоторые элементы. Далее локоть. После борьбы на руках на соревнованиях на 3 месяца вылетал с тренировками левой руки. Полезные рекомендации по тренировкам от Андрея. Перетренированность, недостаточный отдых между подходами и тренировками, с чем Андрей регулярно сталкивается в общении с другими атлетами. Говорит, они могли бы добиться гораздо больших показателей, если бы достаточно отдыхали и не занимались каждый день с большими объемами нагрузки. Между подходами Андрей отдыхает минимум 5 минут, а то и больше. Атлет советует не бросаться пробовать себя в новом спорте, сразу давая высокие нагрузки. Был пример с армрестлингом. А я напомню, что на этом канале Владарович ты найдешь регулярные выпуски на тему спорта. Жми колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Напиши в комментариях, как тебе этот сюжет. Контакты Андрея я оставлю в описании. Ну а следующий эксклюзивный выпуск уже через неделю. Предновогодний ролик с Виталием Мельником. Моя мотивация делать такие сюжеты – это твоя реакция. Поэтому жми на лайк под видео и колокольчик на все уведомления. А сейчас я предлагаю тебе встретиться в других роликах на канале. Нажимай на плейлист, выбирай интересную историю и узнавай о новых героях. Автор сюжета – я, Владарович. Разбуди в себе атлета.